Мы это сделали, мы вернулись в лагерь. Первые эмоции, как будто переехал КамАЗ. Впервые увидев гору Килиманджаро, ты просто не можешь поверить своим глазам. Как настолько огромная гора могла подняться посреди африканских равнин выше облаков и покрыться толстым слоем снега и льда прямо у самого экватора? Как вы уже, наверное, поняли, я в Танзании, стране, известной своими сафари-парками, дикими племенами, ну и, конечно же, одной из самых знаменитых гор в мире – Килиманджаро, что, собственно, и является главной причиной моего прибытия. В этом выпуске я хочу рассказать, как год назад в группе из 20 человек, включая команду «Орла и Решки», я прилетел в Танзанию, чтобы подняться на самую высокую точку Африки. И чем все это закончилось? Welcome to Kilimanjaro. После часовой визы, очереди визу, мы наконец-то прилетели. По прилету меня встретил водитель, который считал, что Орел и Решка – это два разных человека. Но, по правде говоря, на момент прилета я понятия не имел, чего ожидать, с кем именно я буду восходить и насколько трудным будет подъем. Но я слышал, что восхождение считается весьма легким, так что переживать не стоит. Хочу сдохнуть. Что как не Может быть, я хочу простудиться и И умереть, сдохнуть, да? Так быстро, Сереж, не получится. Так я подожду. Но сначала немного географии и истории, чтобы понять, с чем мы вообще имеем дело. Килиманджаро является самой высокой горой в Африке – 5895 метров и, следовательно, одной из 7 вершин, а также высочайшей изолированной горой в мире. Благодаря этому вы проходите аж целых 5 климатических зон, чего нельзя встретить ни в одной другой точке мира. И это и вправду уникальный опыт. Вы начинаете свой путь в африканских джунглях и уже буквально через неделю оказываетесь чуть ли не на Северном полюсе. Так откуда вообще в Африке такая высокая гора? В основном горы такой высоты формируются в горных системах, как Анды или Гималаи. Все дело в том, что восточную часть Африки постепенно разрывает восточно-африканский разлом. Геологи прогнозируют, что через 3-4 миллиона лет восточная часть Африки отделится от материка. В результате разлома формируются вулканы и кратеры. Как оказалось, на территории Танзании более 20 активных и потухших вулканов, а гора Килиманджаро является самой высокой из всех. По сути, Килиманджаро – это стратовулкан, состоящий из 3 кратеров – Шира, Кибо и Мавенди. И именно Кибо является самым высоким, куда мы и будем подниматься. Интересно, что кратер Шира обвалился, и теперь это просто равнина, а также главный лагерь, куда нас завезут через 3 дня для начала нашего восхождения. Но об этом чуть позже. Нас поселили вблизи города Аруша. Это ближайший город, а также отправная точка для всех, кто хочет покорять Килиманджаро. На следующее утро мы познакомились с первыми участниками нашей группы. Но поскольку большинство людей прилетало ближе к вечеру, мы решили изучить окрестности. Это было мое первое знакомство с континентальной Африкой, и, по правде говоря, я был приятно удивлен. Опрятные улочки, приветливые прохожие, милые домики и уличные магазинчики. Мы проехались по сувенирным лавкам, заехали на местный рынок и даже посетили галерею искусства. Галерея картин ценой от 2 до 8 тысяч долларов за штуку. Он вот здесь рисует пару месяцев. Нереально круто. Wow, Only 1 month and then we stop. Wow. Мы вдоволь закупились сувенирами и отправились назад в отель, где вечером должно было состояться главное знакомство с оставшимися участниками нашей группы и, само собой, командой «Орла и Решки».
Первым делом нас всех собрали для съемки промо-ролика, где я впервые и увидел всех участников. Конкретно из «Орла и Решки» на тот момент я знал только Женю Синельникова, собственно, одного из основателей передачи. И если честно, тогда я боялся даже подходить к нему. Так вот. А если не дойдешь? Кто-то быстрее надо есть. Мы просто Сережка за камерой. И Марина, она там в кустах. Можно? Съемки продолжались несколько часов, после чего мы все дружно пошли на совместный ужин, где нам и рассказали более подробно о дальнейших планах. Ну а поскольку всю программу нам составил главный продюсер «Орла и Решки» Марина Гранкина, скучать мы точно не собирались. Собственно, на ближайшие дни у нас было запланировано посещение самых известных сафари-парков, ночевку в джунглях, знакомство с местными племенами, пикники, фотосеты и море импровизации. Поэтому на следующий день в 5 утра мы все уже рассаживались по машинам. Пожалуй, ты начинаешь осознавать, что ты в Африке, когда обычное шоссе перебегает стадо зебр. И если уже сама Танзания нам показалась изумительной, мы еще не знали, что нас ожидало в национальных парках. Въезжаем в очередной национальный парк. Ngorongoro парк. Национальные парки — это вообще отдельный мир. Ты просто едешь по дорогам и встречаешь самых экзотических животных в своей естественной среде обитания. Со стороны может показаться, что это даже опасно, но пока ты находишься в машине, они на тебя даже не обращают внимания. Изюминкой всего оказался Ngorongoro, огромный кратер в Танзании, возникший как кальдера в результате коллапса крупного вулкана около 2,5 миллионов лет назад. Охренеть. Акуна Матата! Его края возвышаются более чем на 2 километра над уровнем моря, а общая площадь сравнима с Мальтой. Этот кратер уникален тем, что за многие годы в нем образовалась своя собственная среда обитания для многих видов животных. Вы будто попадаете в мир короля льва, где десятки тысяч животных живут вместе в мире. Но снимать в таких условиях, конечно, не очень просто. Это невозможно снимать. Нам повезло увидеть даже носорога с цельным рогом, что считается крайней редкостью. В большинстве стран рога специально спиливают из-за браконьеров, поэтому увидеть такого красавца в Танзании считается дикой удачей. Даже по машинам видно, кто звезда в данном парке. What's the weight of this? Райно. 6 тонн. 6 тонн. 6 тонн. Он потрясен, на самом деле. Обалденно. Да, реально классно. Ну и под конец, что может быть лучше, чем пикник в таком месте? Собственно, куда мы и направились. Сейчас приехали на очередной пикник. Там озеро, не знаю, видно или нет. В нем плавают бегемоты, я видел только голову. Я же заблудился. Блин. Вот. И будет большая фотосессия с Орлом и Решкой, со всей командой. Перекусим. Вот. И поедем дальше. Мы быстренько разложили пикник, перекусили, наблюдая, как к нам подплывают бегемоты,
Немного передохнули и занялись своим самым любимым делом. Но несмотря на все веселье, нас всех не покидала мысль о предстоящем восхождении. Собственно, не ради же сафари мы все сюда прилетели. Если пробуешь, будет Женя Синельникова площадка. Почему нет? Жень, мы Не, тогда мы туда дойдем все всё. решка будем часто приезжать. Не надо, я дойду. Вспоминать. Не дождетесь. Да, я просто знаю, что если я не дойду, то Даша вставит это в кино много раз, и как бедняков потом будет годами. Не прыгнул один раз банджи, годами к этому возвращаются. Так что я дойду. Придет Вася никаких и дойдет. Да, потом Леся придет и скажет. И потом каждый ведущий будет считать своим долгом дойти. И все, сука, будут Плюнуть на это место, где... Вскоре мы продолжили наш путь по сафари, а после уже выдвинулись в место ночлега. Расстояние там просто огромное, и возможности вернуться назад в отель нет. Именно поэтому мы и остались на ночлег в лоджиях посреди джунглей. Правда, и до них нужно было ехать много часов, но мы не сильно переживали. Не это туда, наоборот. Два, все нормально. Работаем. Ну а по приезду нас всех ждал вкуснейший ужин, во время которого ребята делились своими самыми веселыми приключениями со съемок. С удовольствием. Курятина. Ну, это что, голос, это, наверное, психологически все логически неприятно, но по сути очень вкусно. ему санитайзера. Он... Слишком хорошо рассказываешь, не останавливайся. Так интересно Он, просто. значит, берет этот, у него схватывают все его там друзья эти, давай натирать свои старые раны, там сухой. И тут вся толпа бежит на нас. Мы такие махать побежали, а вот хер его знает, что они бегут. Мы потом, значит, подходим, потом мы уже порасспрашивали, поняли, что здесь происходит. И мы что же в толпу, ну мы же как бы снимать должны, то есть у нас парни. И несмотря на то, что все были безумно усталые, рассказы продолжались до поздней ночи. 6 утра, опять дождь, опять идем. Спим по 4 часа, по 5. Кстати, по всей территории лоджии патрулирует охрана на случай, если сюда забредут дикие животные. После быстрого завтрака мы вновь выдвинулись в путь и первую часть дня провели среди диких животных. Ну а к вечеру заехали посмотреть, как живут дикие племена Масаи. Встречали нас, естественно, традиционными танцами. После танцев нас провели внутрь деревни и показали, как они добывают огонь. А это местная деревня с местными жителями. Здесь у нас сувениры какие-то, как всегда, что-то пытаются пихнуть. И, в принципе, дома, сделанные из какашек, где они и живут. Делаются такие дома за неделю, живут там они лет 10, по крайней мере, так говорят. Выглядят они весьма-весьма сомнительно. Провели внутрь, там, конечно, ничего не видно, но там ничего и нету. Все на нас смотрят так же, как мы на них. Вот такие вот. Ну, место красивое, где жить, на фоне Килиманджаро, красиво. Население, маленький детишка. Привет. Hello. Живут в домах, без электричества, без воды, без ничего. Мужчина охотится, женщина рожает детей. Бывает по 10-20 детей за семью. Кстати, обратите внимание на их обувь. Они делают шлепки из старых покрышек. Мы такие видели даже в сувенирных магазинах. По мне так это просто гениально. Делаются легко, служат долго и уж точно не скользят, судя по протектору. На этом наше путешествие по сафари закончилось, и теперь нас ждал долгий путь назад в отель. До восхождения оставался всего один день, и нужно было начинать сборы. Следующее утро началось с инструктажа, где нам рассказали все подробности нашего восхождения, а также ответили на любого рода вопросы, вплоть до эвакуации и отека мозга. Он будет спать в маске кислородной. Если уровень кислорода нормальный, то, соответственно, кислородом никто не пользуется, потому что он используется для резерва. А в принципе кислород не ограничен.
мы можем в течение там 6 часов закинуть неограниченное количество кислорода. Насосать его. Да. То есть мужики обычно мажутся нормально кремом, так что идут все как мумии белые. А девушки обычно стараются намазать очень тонким слоем. И как бы по восхождению, по окончанию, у нас все девушки с опухшими лицами, все парни приходят нормальные. абсолютно прекрасно. И тут как бы очень важно, я понимаю, что у вас там съемка будет. Но лучше во время съемки страшно выглядеть, чем после. Всю жизнь оставшуюся. То есть если бы мы были на уровне океана, этот переход занимал бы минут 40, может 30. То есть на высоте он занимает около 3,5 часов. По той простой причине, что просто идем очень медленно. То есть средний темп ходьбы идет примерно вот такой. Шаг, шаг, шаг. То есть очень-очень медленно. Идти медленно оказалось сложнее, чем мы думали. Быстро идем, да, поднимайтесь медленнее, говорит. Даже репатриация есть. Ну все, слава богу. А по поводу спуска. То есть сейчас есть 0 вертолетов. носилки, 0 вертолетов. Но есть носилки, на которых команда наша спустит гарантированно. Там довольно-таки не самое приятное впечатление, потому что носилки с колесом снизу. И получается колесо бьется. Вчерашняя суфа, например. Очень красиво. Ледники начинают светиться персиковым цветом. Конечно, вы скажете, что это было не так, потому что хотелось блевать, болела голова, но виды реально красивые. Вы потом фотографии будете смотреть и поверите мне. Смотрите, по поводу, да, неприятных последствий. Здесь самое интересное. У диамокса есть диуретические свойства, но они проявляются первые 3 дня. То есть, если вы начнете пить сегодня, то на 3-й день они у вас закончатся. В любом случае, в туалет вы будете бегать постоянно по той простой причине, что 4 литра воды в день, они как бы подталкивают к тому, чтобы ходить в туалет часто. И тут от этого никуда не деться. Я просто знаю, что если тебе вдруг стало легко, у тебя перестала болеть голова, у тебя куча энергии, ты готов бежать вперед, вдруг неожиданно, то это уже признак очень хороший. Это признаки начала отека мозга, но это не признаки отека мозга. Так что с этим прекрасно поднимаются на вершину и спускаются. Девушки переносят высоту гораздо лучше. А дети тоже переносят высоту довольно-таки хорошо в нашем опыте. То есть у нас, на самом деле, самая большая группа риска – это высокие мужчины. Высокие накачанные мужчины – это самая большая группа риска. Хорошо, что я дрыщ. То есть через швы, через молнии все равно влага проникает. И если будет у вас там все плавать, высушить будет негде просто. Вот этот момент очень важный. То есть в горах костры запрещено разводить, поэтому все, что сушить, будет только на своем теле. Итак, что мы имеем? Пить по 4 литра воды в день, принимать диамокс, который облегчит акклиматизацию, мазаться кремом и идти медленно. Последнее приготовление. Здесь у нас спальный мешок. Здесь вся одежда. Вот это все понесут портеры. Вот эту сумку. Эта сумка личная уже, которую мы несем сами по себе. К утру мы были готовы. Но несмотря на всю подготовку, мы также понимали, что нас ждет неделя без электричества, душа, нормального туалета, кровати, интернета и даже сотовой связи. Вдобавок, никто из нас никогда не был в горах, не считая команды Орла и Решки, само собой. Мой личный рекорд был около 3 километров в Альпах, а тут мы только начинали с 3500. А Виктор – это главный гид экспедиции, которому подчиняются все остальные гиды. Hello, Виктор! Это ссылка на GPS-трекинг, который показывает, как ваша группа перемещается на вулкане Килиманджаро онлайн. На Килиманджаро можно подняться разными путями, некоторые чуть сложнее, некоторые чуть проще. Наш же путь с Лемоша считался одним из самых живописных и эффективных в плане акклиматизации. Мы начали наше восхождение в лагере Шира, кратере потухшего вулкана, после чего всю неделю шли по периметру самого вулкана, проходя около 10 км в день, то набирая, то сбрасывая высоту для акклиматизации. И только в день самого штурма достигли заветной высоты в 5895 метров. This is Victor, our main guide. Gerald, our second main guide. Every ES we provide. Так, наши сумки снимают. Видимо, мы дальше пойдем на других машинах. Возможно.
А, нет, их опять будут взвешивать, там рассказали. Приезжать в лагерь, должен зарегистрироваться, там номер паспорта, имя, фамилия, год, ну и куча другой информации. Меряем пульс на первой остановке и прочее. 96 и 95. Ничего не видно на телефоне, конечно. 96, 95, что, собственно, очень хорошо. Вот, это все цепотеры, это повара, гиды, носильщики. Они несут наши вещи, они несут палатки, стулья, еду, там даже туалет для некоторых. Некоторые портеры несут палатки для других портеров, чтобы те могли спать. То есть они несут все, что нам нужно выжить на протяжении недели в горах. Вообще на этой высоте рекомендуется провести, ну, как минимум час, чтобы уже организм начал акклиматизироваться. Поэтому, чтобы все не скучали, всем дают поесть С тунцом. Это, кстати, вкусно. На самом деле это вкусно. И яблоко. Apple. и джус, И джус. и орешки. Натс, орешки и крекер. Ну, полный пакет для подъема на гору. И чаек. И чаек. Люди начинают засыпать. Потихонечку, а автобус вырубается. Что, поели? 3 километра. Неплохо. Мы едем, наверное, 3 километрах. С таким успехом часа через 3 будем на 6. Мы приехали до конечной точки, где нас высаживают. 3400 метров. 3400, там, 10, не знаю. Здесь все распаковываются, снимают вещи, и отсюда мы начнем наше восхождение. Сегодня оно будет недолго, в районе часика, где-то на 100 метров высоты мы поднимемся, и часик ходьбы. Вот так. Нас учили, вот просто как мумия, чтобы ты шел. Вот не все эти, как девушки мажутся вот тут рядом, а вот прям вот. Простите, пожалуйста. Это нам выдает диамаксик. Это Аня. Вот. Целую заживала. Охренеть. А где половинка? Половинка. Я решила увеличить дозу, чтобы наверняка. Вот, портеры идут первые, чтобы мы когда пришли, уже был накрыт лагерь, палатки построены, супчик варился, так сказать, костер горел. Ну, костер нет, но все остальное да. Так что они берут вещи и идут намного-намного быстрее нас. Мы идем сами по себе. В сумме вот они еще все пока собираются. Ну, нам сказали, здесь человек 91. Где-то так, с гидами и со всей обслугой. Это момент, когда мы начинаем восхождение. Все, идем. Первые шаги, Даша, первые твои шаги. It's a mystery to me. We have agreed with which we have agreed. And you think you have to want more than you need. Until you have it all, you won't be free. Society, you're crazy breed. Вот и подходим к нашему лагерю. Прошло-то всего часа полтора. Идем чекиниться, вот там люди стоят в очереди. В каждом лагере надо зачекиниться обязательно, а потом обязательно сделать фотку у знака имени лагеря и там какая-то информация еще. Все бегают, все строят, вон там палатку строят, столы расставляют. Шик, я не знаю. Я скажу, я на Бёрнинг-Мэне в 100 раз в худших условиях жил, чем тут. Это прям люкс, лухари. Посмотрите, как Ингус радуется. Это нужно обязательно заснять. Просто как ясно. Радужный танец. Дома так жить готов. У тебя есть дом, да? У меня есть дом. У меня дом. И только мы разложили наши вещи и обустроились, как вдруг... Блин, это было неимоверно круто. Вот прям неимоверно круто. Такое. Да. Итак, давайте еще. Было офигенно. Жаль, это было потрясно. Классно. Вот это посередине будка серая, что вы видите, вот это. Это биотуалет, там прям с унитазом, все прям красиво.
Вот. Еще есть туалет вон там тоже. Будка, то есть, в принципе, все довольно цивильно. Я скажу, вот. Здесь есть еще соседние лагеря, они поскромнее немножечко. Но в целом очень достойно, очень прикольно. Вот. Обещали ливни, дожди, проливной, там град, я не знаю. Дерьмецо, как нам сказал, гид, обещали. Но нет, прям очень хорошо. Мы сегодня вообще сухие весь день. А вон у нас и вышли повара, которые будут нам готовить ужин. Я попозже его покажу. Скорее всего, это будет, ну, я не знаю, обещали, что в какой-то день будет борщ. Они умеют варить борщ. Пока нам дали всякие сладости, чай, попкорн. Я не понял, почему попкорн, но очень вкусно. Здесь как-то то ли мы устали немножечко, вот, то ли это что-то связано там с кислородом или еще что-то, не могу сказать, но реально прям все вкусно. Вскоре настала самая приятная часть вечера – ужин, который состоял из 3 блюд, включая вегетарианскую опцию. Также за ужином нам раздали грелки в форме заек, которые, как оказалось, нам очень пригодились ночью. Грелочки. No, one for me. Ближе к ночи облака рассеялись, и небо расцвело тысячами звезд. Если бы не подъем в 6 утра, я бы наблюдал за звездами до самого рассвета. В 6 утра в лагере. Встаем на рассвет. Очень красиво, очень холодно. Нам сразу в палатку принесли горячий чай или кофе. Прям офигенно. Вот ходишь, пьешь горячий чаек, это прям потрясно. Первая ночь в лагере. В моем случае, мне кажется, это первая ночь вообще в жизни в палатке или в спальнике. Если я скажу, что было удобно, то я совру. Не очень удобно, тесно, но нормально. Зато какая красота. Сейчас будет медицинская проверка. Она идет каждое утро и каждый вечер. После этого мы завтракаем, собираем вещи, оставляем их в палатке и уходим. Портеры все дособирают наши вещи, что там возьмут сумки, грубо говоря, сложат все палатки и пойдут дальше. Обгонят нас по ходу дела и подготовят нам уже следующий лагерь по мере восхождения. Вот, так что у них такая классная работа. Причем, самое интересное, зарабатывают портеры, как нам сказали, $15 в день. Что, в принципе, для них хорошо, но в целом-то не очень много. Вот так каждое утро мы умывались, чистили зубы, мазались кремами и спешили на завтрак. Манго самое популярное. Манго такой свежий вообще. Обалдеть, вышел, сходили, позавтракали, вернулись, лагеря нет, уже все собрано, портеры уже все собирают вовсю по полной программе. Вот только наши сумки тут остались, подписанные. А это у нас кладбище зайцев. Потаскушки, зайки-потаскушки. Зайки-потаскушки, говорит Даша. Они нас грели ночью, сейчас они вот, мы их похороним. Да, друг друга греют. Все, начали наш путь. Вот наша команда. Часть. Второй день по сложности считался достаточно легким, примерно как первый. Нам нужно было пройти около 10 километров и набрать в районе 200 метров высоты. Поэтому все, что оставалось, это идти и наслаждаться пейзажами. Прошел где-то часик, может минут 30. Вот, пока идем. Стало реально жарко, значит раздеваться. Заменил шапку на шляпку. Удобно. Наверное, не очень стильно, но вот так. Вот. Пока довольно-таки просто. Просто идешь, высота где-то 3600, 3700. Ну, просто идешь себе идешь. Нормально. Но с каким видом? My life is rolling with the tide. I'd like to see it be an open ride along with you, going along with you. Бриться нечем. Какие симптомы горной болезни? Бриться нечем. Первый симптом горной болезни. Начинаем жрать. Трах тебе дох. Жрем траву. Ингус всегда на позитиве. Смотрите, где я. Да.
Сейчас подойдем к лагерю, покушаем. И после этого пойдем, ну, отдохнем, наверное, немного. И пойдем еще выше, на 400, по-моему, на акклиматизацию. И потом спустимся назад на наш лагерь на 3800. Вот и наш второй лагерь. Сегодня он немножко отличается, как было вчера. Сегодня он весь соединен, то есть у нас такой маленький городок. Каждый свои палатки. На лагерь но они все соединены. Красота! В лагере просто сказка. Я уже, естественно, работаю, снимаю таймлапс. Там потом будет видно уже в монтаже. Вот наш лагерь, вон вулкан. После обеда нам было необходимо подняться еще на пару сотен метров выше для дополнительной акклиматизации. Высота 4 километра. Идем на 400 на акклиматизацию. Пока мини-пауза. Становится чуть тяжелее. 4 уже что-то чувствуется. Но зато по возвращению с акклиматизации нас ждал обалденный сюрприз. Борщ! Борщ! Танзанийский борщ! You are amazing, guys! Really, you are amazing! You're welcome, guys! Ну а после ужина я, естественно, остался поснимать ночное небо. Правда, за кадром все выглядело немножко иначе. Очень холодно. Просто капец, как холодно. Дует ветер. День 3. Мы проснулись. Погода была, был ночью дождь, но сейчас, слава богу, ясное небо. Вот теперь даже приснилось так, что вчера не видел я вот тут за туалетом. Видна еще одна вершина соседнего вулкана, который совсем мертвый. У многих слабость, у многих завышен пульс. Люди чувствуют небольшую такую сонливость, можно так и назвать. Ничего криминального, но разница есть между вчерашним и сегодняшним. Пульс 130, 120. И это в спокойном состоянии, вообще без ничего, без нагрузок. Чисто сходить в туалет. Офигеть. Ну и кислород нормальный. Сегодня у нас будет жесткий подъем на 4600. Вот, 4600 это, конечно, будет жесть. Скорее, во-первых, будет сложный подъем наверх. Ну, 600 метров. Вчера мы поднялись за весь день, за 5 часов мы поднялись на 300 метров. Сегодня поднимемся на 600 и будет резко. Не 5 часов. Пульс 91. 71, 72, 91. Здесь ты вчера так... Да. Возбудился? Возбудился, да. А ты не пил диамак вчера? Он не записал. Он не записал. Да, он просто не записал. Пил. Наша, ну не наша, это Женя. Вот. Показания каждый день видим. And this is good. This is good? Yeah. 1784. Yeah, you still have like 200 years time to live. Набрал воды, но она леденющая, а у меня чутка начало поболеть горло. Это, видимо, из перепада температур. То жарко, то холодно, то жарко, то холодно. Вот, и пришел нам на нашу кухню, попросил добавить горячей воды. Так что тут любой сервис. Третий день, выходим. Ой. И прямо наверх. Начинаем наш путь. Жарко. Да, вообще капец. Думали, будет холодно. Все утеплились. Утеплились. Пока жарко. And where down we go, 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 go. Oh, where down we go, 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 go. So where down we go. Серег, очень романтично. Oh, 'cause say we run you down, down to the door. Yeah, someday we run you down, down to you fall. And they will run you down, down to your core. 4270. 4200. Жестко, жестко. Но мы держимся. Пока еще держимся. Нормально! Все, хватит. Хватит, дискотеки достаточно. Фу. Вот кто держится. Смотри на них, а. Джамбо!
Но самое крутое в таких переходах, пожалуй, это компания. Постоянные приколы, стёбы, шутки вперемешку с крутейшими историями. Я до сих пор иногда задумываюсь, смог бы подняться в одиночку или в унылой компании, или давно плюнул бы на полпути и сдался. Давай, тяни! Тушься! Первая, кстати, травма ночная. Пошел пописывать, остался без пальцев. Интересно, как там произошло? Ты не мог открыть ширинку? Я просто споткнулся на растяжке. Чё, ты как? Здесь нет места для позитива. Настя Дорофеева. Надя, бляха-муха. Надя Дорофеева, здесь есть место для тебя. А позитиву здесь не место. Вот и 4600. 5.40. 5.40 шли? Да, 6800. 6800 что, высота? Что 6800? 6800. Пожалуй, это было первое место, где многим из нашей команды стало реально плохо. Мы провели на этой высоте несколько часов и быстро начали наш спуск вниз, к месту ночевки. Всего-то 10 километров. 7 наверх, 3 вниз. 3800 на 4600 и назад на 3900. Правда, по вот такому бездорожью. На тот момент это был один из самых сложных дней. Мы едва дошли до лагеря, поели и вырубились без задних ног. Мы еще даже не представляли, что нас ждало на следующий день. Пошел наш 4-й день. В принципе, все хорошо. С каждым днем все выше и выше, пульс все выше, кислорода все меньше. У меня вроде бы с этим порядок, кислород 95 все еще. Сегодня мы на высоте 3900 ночевали. Людям потихоньку становится плохо. Кого-то ночью тошнило, кому-то давали кислород. Нам сегодня сказали, что будет попроще немножко. И сейчас мы видим, куда пошли портеры. Люди маленькие, это люди, ну, наконец-то видно, это как мы поползем сейчас наверх, 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 надо зум сделать, вот туда. Я не знаю, сколько это метров, выглядит метров 300, не меньше? Может 400? 400 Может 400. Мышка, это называется баранка, мы такого не ожидали. Вот здесь происходят какие-то съемки или что-то еще. Поход начинается с водопада. Жень, ты не знаешь высоту, сколько нам подняться надо? Мы сегодня на 400. А вот скала это сколько? Не знаю. Ну, метров 400-300? Ну да. Если не больше, потому что у нас сегодня постоянно подъем, спуск, подъем, спуск. Офигеть. Все усталый, да? Нет, полный сил. Полный сил. Проще, чем вчера было. Вообще легко. Даш, скажи, как с куста. Да легко. Вообще изи. Мы залезли. Сколько мы лезли? Часа 2. Ощущение отличное. А куда я денусь? За пару часов мы все успешно поднялись наверх. И если бы не отсутствие кислорода, в принципе это было бы даже весело. Как оказалось, ползти вверх по отвесной скале намного веселее, чем монотонная ходьба вперед. Но радоваться было рано. Мы быстренько перекусили и двинулись в путь. То есть, вот этот один длинный, это мужик. Когда у него есть ветки, это женщина. Каждые 25 лет новая ветка рожает. А когда вот один такой стояк, это мужик. Пончо-брейк пошел. У нас наконец-то на 4-й день полил дождь. Все одели пончо, сразу начали снимать. О, что-то новое, мы в пончо. Наконец-то. Каждый день абсолютно новый ландшафт, новые равнины, новые растения. Очень круто.
О, а вот и наш лагерь. Кстати, начал снимать. Подходим к лагерю. В общем, то, что мы увидели лагерь, оказалось немножко обманно. Да. А вот уже и лагерь. А, уже лагерь. А вот и скала перед ним. Ой, нет. Мы думали, лагерь был поближе. С того момента. Ну, вроде подходим. Хотя и тогда тоже думал, что вроде подходим. И невзирая на то, что пошел дождь, очень греет та мысль, что так могло быть все дни. Это очень греет, кстати. Это очень греет. Это реально греет. А всего лишь один для И профилактики. это даже радует, что один день такой, чтобы мы попробовали, как это. Ощутили, В да. живописном месте, причем, а не в пустыне. Ну все, мы дошли. Мы дошли в новый лагерь. Одни из первых. Тут еще все строится, разбирается, палатки. О, такого, да. Мы идем быстро и попадаем в зону риска. Поло-поло, медленно-медленно, тогда ты дойдешь. Но нам хочется уже побыстрее дойти, покушать тепло, особенно если дождь идет. Поэтому пока мы можем, мы идем быстро. Хотя нам еще в отеле сказали, самая большая группа риска — это те, кто там бегут вперед всех. Собственно, здравствуйте. Посмотрим, как я себя завтра буду чувствовать. В этот вечер мы впервые увидели Танзанию и Кению прямо из нашего лагеря. А если присмотреться, то виден даже аэропорт, куда мы прилетели, как нам казалось, целую вечность назад. Той ночью я решил пожертвовать сном ради этих эпичных кадров. И черт возьми, это того стоило. Нам катастрофически повезло с погодой. Опять. То есть, как бы, все небо чисто. Небольшие облака — это вообще ерунда. Вулкан, видимо, идеально, потому что нам как раз туда надо идти сегодня. О, мы только в лагере, а уже такая отдышка. О, сегодня будет классный день. Все готовятся, собираются, палатки, баулы сворачиваются. Кто-то клеит ноги, залатывает, кто-то еще что-то. То есть люди прям набирают воду, набрали горячей водички. Но пчелка прилетела. О, ну вот. Let's do it! Okay. Выходим? Да. Выходим, 5-й день. To the place I belong, West Virginia, Mountain Mama, take me home, country road. Помните, я говорил, что с утра повезло с погодой? Не очень повезло. Был дождь, было солнце, был туман. Теперь град. С утреца было солнышко, справедливости ради. Да. Тем более идти-то осталось 800 метров. Всего. Подъем. 800 метров подъема. Осталось идти-то всего 3 часа. Считай, уже дошли. У кого-то здесь был длинный привал, судя по всему. И вот это вот. Вот такие вот находки меня просто удивляют. Это же... Сколько сил у человека. Сколько сил, да, и сколько здоровья. Мы так увлеклись пейзажами, что в конец забыли про медленный темп, о чем весьма быстро пожалели. You'll get headache. Okay? Try to minimize. Now you're okay. But as you go in high altitude and you go fast, you are not allow your body to acclimatize. Gradually. For me, I was running in order to get you. Говорит, быстро идем, не успеешь. Быстро идем, да, поднимайтесь медленнее, говорит. Please, medley a little bit. Я. Наругали. Ну что, побежали? А то нас наругали. Да. Короче, по пути развлекаемся как можем. Полетели нахуй. Мы были примерно в часе от штурмового лагеря. В нем нет ночевок. Ты приходишь, обедаешь, стараешься поспать часов 6, и в полночь все выдвигаются на штурм вершины, который занимает около 9 часов. Собственно, всю ночь. Смотрите на него. Он идет в кедах,
плоской подошвой, в джинсах и несет на себе килограмм 15. Охренеть. Мой рюкзак килограмма 3 весит максимум. И я чувствую, как будто он весит 20. Он уже просто не знает, что с нами делать. Анекдоты рассказывают. Ну, пора держи. Да, держи, чаще не готов. Задержи любым способом, просто как можно. А трасса совсем поменялась. Пошли по каким-то камням. Какая тема? Последний говорю, офигеть. Клевая. Вот смотри, какая. Реально остро. Реально лезвие. Это ведь камни. Да. Барафа кемп. 4673 метра. Мы ищем нашу палатку, которая еще строится. Тут такой лагерь на склоне. Вот что происходит, когда слишком быстро приходишь в лагерь. Еще не все готово. Прохладненько, учитывая, что сейчас 12 дня. Мокро, влажно, туман. Ну, зябко, очень зябко. Возможно, завтра в такую погоду и пойдем. Надо немножко отдохнуть и переодеться в сухое. Очень, кстати, легко заболеть. Прям, ну вот так, на раз-два. Потому что температура постоянно скачет. Все реально круто, что очень сильно все сплотились, сдружились. Это прямо спустя 7 дней мы тут прям как одна большая семья. Все друг друга в гости зовут, приглашают. То есть уже не знают, как это мы сейчас разъедемся. Сейчас у нас есть часов 6-7, чтобы поспать. Потом еще ужин. И стартуем. В 12 мы стартуем. Часам к 8-9 должны дойти до вершины. Подниматься надо больше 1,5 километра. Нет, 1,2 километра вверх. Так что пока надо пойти отдохнуть. Ох, лагерь, конечно, да. Дойти до своей палатки уже испытание. 12 ночи начинается. Сделаем это. Сделаем! Газал, полем. Следующие часов 5 были как в тумане. Ты просто идешь через темноту и холод, глядя на свои ноги, сонный, замерзший и выжатый без кислорода. Многие засыпали прямо на ходу. Главное было дожить до рассвета. Периодически мы делали 5-минутные остановки, чтобы попить, но вода была настолько ледяной, что больше 2 глотков было сделать просто нереально, а 4 литра в день никто не отменял. Очередной пит-стопчик. 3 часа ночи. Мы на пятерочке, ребят. Мы на пятерочке, Каких-то 8... 5 км! 5 тысяч, ребятки! Мы, в принципе, основная группа держится вместе. Те, кому не очень, идут вон сзади с отдельными гидами. Температура воздуха минус 15. Ну, по крайней мере, гиды так говорят. Говорят, сейчас выйдет солнце и станет теплее, будет всего лишь минус 10. И все прям этого очень ждут. Идем 6 час. Люди начинают сходить с ума. 6 утра попросить на Килиманджаро фотку, заебись. Вы не будете против, если я посмотрю. Телефон уже не раздает. Это какое-то стадия, видать, горной болезни. Всего лишь после 6 часов пути наступает рассвет. Но мы идем к нему попой, поэтому... Все, неважно. Отстаньте. Фух. Офигенно! 300 метров, ну буквально чуть-чуть. Осталось 300 метров, каких-то 3 часа. 3 часа. Буквально.
И назад еще упасть. И назад еще, да, часов 5. Зачем? Зачем? Ой, начинаю кашлять. Это первый признак отека легких. Пошли за вторым признаком. Пошли за вторым признаком, да. Соберем все. Отек мозга. Запарились немножко. Мы идем. Но с рассветом, конечно, позитивней. Старт есть. А вот соображалка не работает. Очень мало пауз сделаем, на самом деле. Мне кажется, мы часа полтора идем просто нон-стоп. Просто вверх, 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 вверх. Скоро будем вниз. Ой. Тоже поле-поле. Скоро будем вниз. Вот, кстати, люди идут некоторые вниз. Не знаю, сколько они начали, но... Не сиди на холодном, попу простудишь. Первый опыт в горах реально классный, но тяжело, очень тяжело. Тяжеловато. Все, в общем, снимать тяжеловато. Идти тяжеловато. И дышать тяжеловато. Congratulations. Congratulations, almost. Almost. Almost there. Finish. Это вершина Килиманджаро, но это первая вершина. Есть, по-моему, еще выше. Так что это не конец. Но это такой, типа, уже серебряный сертификат. Сейчас. Главное не сдохнуть. Ну, самое приятное, что до сих пор не болит голова. На высоте 5700. Вот так выглядит на стороне. Мы достигли стелла-поинта. Это первая точка вершины, но не самая высокая. Мы отметились, попраздновали, поорали и идем дальше на вершину. Еще час. Подъем где-то 100 метров, не сложно, но час на такой высоте это очень сложно. Это виды. You did it. Что-то они не рады. Good job. Мы подходим. Мы подходим к самой высокой точке Африки. Класс! Класс, семья! Hakuna Matata, Kilimanjaro. Kiauya, Afrika. Oya! Это ли не жизнь, ребята? Это ли не кайф? Блин, почему я не могу перестать плакать? Да что за херня? Спасибо, мама. Шаги Мы будем писать на самой высокой точке или нет? Пойдем. Надо это сделать. Пописать на самой высокой точке Африки. Это еще важнее, Разве это не цель? Это вот эта цель? Вот это цель, да. 5885. 95. Тетя Нина. А, блин, извини. Все, отстрелялись. Вот так вот. А вот так мы уже идем назад. Все затянуло, ледников не видно, кратер не видно. Мы бежим бегом, чтобы быстрее кислород появился. Ну как-то прям хорошо успели реально подняться в ясную погоду, насладиться красотами. Спускаться оказалось не так просто, как мы надеялись.
Коленки в хлам. Не, конечно, проще, чем наверх, по-любому. Мы сбросили 300 метров, наверное, за 10 минут. Зато кислород прибавляется. Тоже приятно. Ну вот и наш лагерь. Дошли. У меня примерно такое состояние. Пожалуй, самый сложный физический день в моей жизни. Это устоило. Мы это сделали. Мы вернулись в лагерь. Пока спустилось только 6 человек или 7. Все мертвые, мокрые. Внутри прям гордость дикая. Снаружи просто... Я никогда не был таким усталым. Никак. Сейчас спустились вниз. У нас есть час, два, три. И нам надо идти дальше. И нам надо спуститься в другой... Мы не можем в этом лагере оставаться на ночь. Потому что это главный штурмовой лагерь. Что-то приходит слишком много людей других. Отсюда все штурмуют. Здесь нет места. И поэтому нам надо идти еще в другой лагерь, который находится на 3,8. То есть нам надо сбросить еще 800 метров. На спуск у нас не было ни сил, ни чистой одежды, ни даже электричества для съемок. А по возвращению в отель нас ждал душ, огромный ужин, церемония награждения, ну и само собой веселье. Что вы все достигли своей цели, это было не сложно. Это было непросто. Я лично прошла только благодаря вам. Именно благодаря этим людям все 100% нашей группы поднялись наверх. One team, one dream! One team, one dream! Wageni, wakaribishwa Kilimanjaro, hakuna matata. No matter what they do, 'cause we go together. Пока! Пока! Не, мы не уезжаем. Ну давайте эпично уже. Очень рекомендую.